Когда бывший офицер ФСБ открывает рот, на Лубянке резко начинают трещать пердаки. Потому что если он начнет говорить правду, начнет попахивать не конституционной безопасностью, а гниющим мясом. Так вот, недавно на канале The Insider вышло интервью, которое можно назвать «Литвиненко 2.0», только без полония, но с тем же уровнем яда. Герой интервью – Александр Федотов, бывший офицер второй службы ФСБ России. Человек, который больше 10 лет работал внутри этой машины, видел ее кишки и, судя по всему, понял – он служит не стране, а организованной преступной группировке, зарегистрированной под брендом «Федеральная служба безопасности». Он рассказал все. Как ФСБ следит за своими гражданами, как фабрикует врагов, как отравляет, убивает, аннексирует и при этом делает вид, будто защищает родину. Если кратко, Россия под управлением ФСБ выглядит как колония, где власть принадлежит тем, у кого есть допуск и коды от прослушки. Федотов не похож на типичного предателя. Он не бежал ради денег, не искал славы. Он просто дошел до точки, где служба родине стала службой дьяволу. И это интервью не просто откровение бывшего чекиста. Это исповедь системы, которая наконец посмотрела в зеркало и увидела морду зверя. Кто еще не смотрел это интервью, настоятельно рекомендую. Оно довольно длинное, поэтому я для вас подготовил укороченную версию с выжимкой основных моментов и в привычном для вас стиле изложения. Приветствую вас на канале «Утилизатор реальности». Здесь мы разбираем ложь на детали, отмываем правду от пропагандистской грязи и показываем, как устроен этот мир. Без глянца, без фильтров и без иллюзий. Если ты здесь впервые, просто досмотри до конца. Обещаю, после этого ролика ты уже никогда не будешь воспринимать слово «безопасность» так же, как раньше. Александр Федотов, сын полковника ФСБ, выросший буквально под портретом Феликса Эдмундовича. Пошел по семейной линии, как водится, служить родине. С 2003 по 2015 прошел путь от московского управления до второй службы ФСБ. Той самой, что отвечает за защиту конституционного строя. Это подразделение, которое курирует оппозицию, митинги, университеты, религию, науку, журналистов, все, где есть хоть намек на свободную мысль. Именно там формируются списки тех, кого надо поставить на контроль. А проще говоря, прослушивать, пугать, ломать. Федотов видел, как работает внутренняя кухня. Как вместо законов действуют звонки, вместо присяг – приказы. Как все это строится не на идеологии, а на страхе и карьеризме. И когда ты живешь в этом слишком долго, в какой-то момент начинаешь понимать, что родину охраняют от ее же граждан. Вторая служба ФСБ – это не просто структура, это мозг режима, его нервный центр. Именно здесь решают, кого посадить, кого отравить, кого назначить врагом родины. Во главе генерал Седов, питерский хищник с прямым доступом к Путину. Человек, который разговаривает с подчиненными матом, орет на министров, но при этом может позвонить президенту одним нажатием кнопки. Он ездит на бронированном гелике, живет как бог, а его слуги народа собирают ему деньги на ремонт кабинета из собственных премий. Федотов описывает службу как огромный улей, где каждый жужжит из страха. Там не работают, там выживают. Там нет офицерской чести, есть только цепочка страха. И если ты хочешь продвинуться, тебе нужно не раскрывать террористов, а угождать начальству. Это и есть защита конституционного строя по-русски. Страна под колючей проволокой, общество под микроскопом, а сами чекисты под присмотром своих же. Если кратко, ФСБ не ведет войну словами, оно ведет ее цифрами и рутиной. Именно там вырастают те механизмы, которые превращают обычную жизнь в прозрачную строчку в большой базе данных. Как это делается? Агентура плюс технические мероприятия. Сначала агентурная работа. Вербуются люди, собираются дела на активистов, лидеров, журналистов. Потом подключаются технические средства. Прослушки, таргетированная слежка, перехват сообщений. Агент плюс техника. Практически стопроцентная узнаваемость действий. Телефоны и мессенджеры – ключ. Все номера известны. И если человек был в двух точках, то можно сопоставить встречи. Телефоны фиксируют перемещения, звонки и контакты. Телеграм и WhatsApp. В этой системе не панацея. Их подозревают в контроле. Люди пытались уходить на сигнал, занги, какие-то дубайские мессенджеры, но система адаптируется.
Камеры на митингах, уличные регистраторы, ДИТ-техника в крупных городах – все это кормит базой. Система распознавания лиц уже тестировалась и работает. По словам Федотова, в Москве это как парсив. Тебя вычисляют даже в подъезде. Каждый, кто чем-то выделился, попадает в массивы спецслужб. Фото, телефоны, маршруты, привычки. Эти досье – оперативный капитал. Ими давят, ими управляют, ими ломают людей. Нужен эффект давления? 5 экипажей ДПС, случайные проверки, опросы, провокации. И человек опаздывает, теряет работу, нервничает. Все делается не обязательно через силовой кулак. Иногда достаточно бюрократии и постоянных мелких тормозов. Решать вопросы без шума выгоднее. Яд, имитация естественной смерти, отсутствие документов, идеальная схема. Это дает максимум эффекта при минимуме доказуемости. Решения принимаются не бумагой, а по телефону. Не по закону, а по позвоночному праву, устно и без следа. И в этом главный риск для общества. Все становится управляемо по личным связям, страху и тайным приказам, а не по нормам и институтам. Как же работают тихие убийцы режима? Тут все просто и страшно. Для ФСБ оппозиция не люди с идеями, а набор данных. Их задача – превратить живого человека в строку в базе, а потом этой строкой управлять. Навальный был тем единственным, кто реально мог объединить протест, поэтому за ним велась плотнейшая многолетняя работа. Слежка, анализ маршрутов, технические мероприятия и, да, привлечение профильных подразделений для деликатных решений. Это не импровизация, это проект. Когда дело доходит до отравлений, в ход идут не только оперативники. Привлекают научные структуры, не ИИ-2. Там рассчитывают дозировку, способы нанесения, маскировку. Яд, нанесенный тонко, дает максимум эффекта и минимум доказательств. Те, кто участвовал в подобных операциях, позже получают повышение. Классическая схема мотивации. Немцов. Пример неожиданности. Федотов лично докладывал Седову об убийстве Немцова и видел в его реакции удивление. Оттуда вывод. Не всегда все делается по сценарию ФСБ. Тот же Навальный для них не блогер или юрист. Он – угроза для матрицы. Его не пытались переписать на другую страницу, его пытались стереть из печатной формы жизни страны. А Немцова таки убили, это факт. Но Федотов говорит прямо. Он сомневается, что в деле Немцова участвовала вторая служба ФСБ, потому что ФСБ предпочитает другие методы, те, которые не оставляют очевидных улик. И это делает их действия почти бесследными в юридическом смысле. В этой системе убийства не всегда спектакль с пулями и громкими расследованиями. Это калькуляция, где яд удобнее, чем снайпер, тихо, эффективно и без бумаг. Теперь давайте про Украину. Если верить Федотову, аннексия Крыма не была спонтанной народной волей. Это была спецоперация, заранее спланированная внутри второй службы ФСБ. Режиссер – генерал Татько. Первый замруководителя службы. Человек, которого как бы не существует. Когда он исчез из офиса, его присутствие имитировали. Его машина стояла у здания, секретарь сидел на месте, даже свет в кабинете включали, чтобы в журнале не значилось, что начальник отсутствует. А сам он в это время руководил процессом по захвату суверенной территории другого государства. Первоначально план был помочь Януковичу удержаться, направляя в Киев оплотовцев и прочих боевиков. Когда стало ясно, что трус не удержит власть, решили забирать Крым. Официально. Народный выбор. Фактически давление, угрозы, запугивание. Мы людей собирали, выгоняли голосовать, говорит Федотов. Никаких документов, никаких отчетов, исключительно конверты с пометкой «Только лично» и устные приказы. Почему? Потому что даже внутри ФСБ понимали, что любой подписанный документ сделает референдум юридическим суицидом. А дальше продолжение спектакля. Чтобы отвлечь внимание мира от аннексии Крыма, нужно было создать новую драму – ЛНР и ДНР. Так и сделали. Те же люди, те же кураторы, тот же сценарий. Гиркин, бывший сослуживец Федотова, стал министром обороны в Донбассе. Все это один и тот же спектакль, только с разными декорациями. По сути, ФСБ построила параллельную реальность, где преступление оформляется как подвиг, а оккупация – как братская помощь. И чем больше крови, тем громче оркестр. Если вы думаете, что внутри ФСБ царит дисциплина, честь и офицерское братство, забудьте.
Вторая служба – это террариум из страха и доносов, где каждый подозревает каждого, а служебные телефоны – всего лишь микрофоны, направленные на своих же. Федотов прямо говорит: ощущение, что кто-то за кем-то следит, нет, потому что следят за всеми. Внутренний надзор ведет УСБ, и у них выделенные кабинеты прямо в здании второй службы. Они не представляются, не показываются, появляются только тогда, когда кто-то попался. Каждый понимает, если тебя вызвали на прибой, это не совещание, это приговор. Все пронизано коррупцией и страхом перед начальством. Руководителю службы сотрудники собирают деньги на мебель в кабинете, премии возвращаются в форме откатов. Служебные машины, мигалки, используются в личных целях. А кто возражает, тот враг государства. По сути, ФСБ давно превратилась в феодальную структуру, где генералы живут как князья, а рядовые сотрудники пашут на них за страх и крохи с барского стола. И это не просто моральная деградация, это идеология. Там не учат родину защищать, там учат выживать при любой власти, вовремя подлизывать и не лезть с совестью. Даже те, кто все понимают, молчат, потому что знают. Одно слово — и ты, очередной предатель. «Любовь к родине извращена», — говорит Федотов. «Я вроде понимаю, что коррупция — это плохо, но у меня семья, я должен кормить ее». Это и есть суть системы. Страх, оправданный любовью к родине. Сам же Федотов закончил службу в 2015-м. Хотя мог бы дотянуть до пенсии, мог, как многие, просто гнить тихо и получать надбавку за выслугу. Но он ушел не потому, что уволили. Потому что, как он сказал, я давал присягу России, а не лично господину Путину. В стране, где присяга превращена в ритуал подчинения, эти слова звучат почти как бунт. Он видел, как служба, созданная для защиты государства, превратилась в частную охрану режима, где Родина — это уже не страна, а Путин, где честность — это глупость, а совесть — диагноз. Когда даже псы системы начинают лаять на хозяина, значит, в псарне уже пахнет трупом. И да, после этого интервью его, конечно, назовут предателем, а возможно и попытаются ликвидировать. Но если предательство — это отказ охранять мафию в погонах, то, может быть, предателем это и есть последние честные люди в России. Вы были на канале «Утилизатор реальности», месте, где факты все еще важнее лозунгов, а правда звучит громче, чем любые пропагандистские рты. Если досмотрел до этого момента, значит, ты не зря тратишь свое время. Поставь лайк, подпишись и обязательно поделись этим видео. Пусть больше людей узнают, что ФСБ — это не про безопасность, а про страх, власть и ложь. Благодарю за просмотр и до встречи в следующем выпуске, где мы снова разберем мир на запчасти.